Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса! В этом видео мы познакомимся с вами с интересным основанием от фирмы Inhe 972XA Kevlar Carbon. Ну, как говорится, хорошо, что не 3. Хорошо, Сергей. Какие первые впечатления? Вот ты поставил накладки, взял в руки, как тебе ручка, как вес основания, Сергей, первое впечатление? Первое ощущение довольно-таки приятное, удобная ручка, достаточно не тяжелый, удобный вес, можно и так сказать. Ну и приятный желтый цвет. Я всегда отмечаю это в обзорах. Дизайн имеет значение. Сергей, какие накладки мы поставим для тестов? Традиционно направо мы поставили Big Dipper 38 градусов, а слева Tibco Revolution MXP. И проверим, как это основание ведет себя и на гибридных накладках, и на обычных евротензорах. Ну что же, начинаем. Начнем мы с накатов и топ-спинов. Ну и Сергей расскажет первые впечатления. Кстати, Сергей, коробочка-то, а? Солидная. Солидная. И вы знаете, коробка, наверное, весит больше, чем основание. Итак, смотрим. Сергей, первое впечатление от игры основания. Ну, начнем с Big Dipper. Как он сидит? К какому классу относится основание? Медленно или быстро? Или что? Основание, естественно, быстрое, это OFF+, а то и 2 плюса, 2 икса. Вот. Но Big Dipper, естественно, сидит на нем отлично, потому что, возможно, даже они создавались как-то как в комбинации, чтобы играть именно Big Dipper на этом основании. Но если бы существовал такой класс оснований мощный, я бы отнес его туда. Ну, то есть липучки, гибриды, не только Big Dipper, но весь класс этих накладок будет отлично стоять, потому что маленькая скорость, сильное вращение, основание по твоим дает мощь накладкам, и, соответственно, получается очень хороший эффект. Ну хорошо, а слева что? Ну, слева получается вообще такая катапульта, очень быстрая, которую, конечно, требует определенных технических навыков, чтобы с этим справиться. Но вы знаете, этим основанием хочется играть больше через паузу мощно, чем быстрыми движениями со стола. То есть вот такие у меня ощущения. Угу. Ну, как всегда, можно и скрутить, да, и сыграть со стола по восходящему, и вставить, да, ну все. Хорошо, сейчас мы перейдем на игру вращениями. То есть поиграем нижнее вращение, верхнее, ну и как там Сергей оценит.
Ну, как вам мои топ-спины? Очень мощно прилетали как бы на мою сторону. Мне просто интересно, тяжело ли тебе было делать такое, потому что иногда ты прям хотел вбить мяч, я не знаю. Ну да, я как-то вошел в кураж и хотелось изо всей силы уже топсануть, и иногда, конечно, это не получалось, ловил ошибки. Но в целом, если вы вкладываетесь в мяч, можно сделать просто очень мощные, допустим, подрезки. Ну, справа я имею в виду. Слева, конечно, у меня просто... Я не умею так сильно делать подрезки, но стабильность очень Не, ну тоже хорошая. довольно Это основание, плотно, да. безусловно, конечно, не как справа, но тоже довольно... Но зато у тебя постабильнее, да, слева ты... Ну да, ну потому что не так сильно. Хорошо. Сейчас мы... А давай попробуем сейчас вот просто. Я как бы подержим по диагонали, и ты уже со всей силы побьешь. Справа, слева, в общем. Углубимся в мощность, раз тебе так понравилось. Ну Давайте посмотрим. Сергей, как вообще контролировать вот сильный, мощный топ-спин? Срывался ли мяч? Ну, как внутреннее ощущение, взгляд изнутри. Знаете, есть такое интересное наблюдение, что я чувствую больше контроля, когда делаю мощный топ-спин, чем когда ты хочешь подыграть на стол аккуратненько. Вот такой вот Интересно. парадокс. Вот когда ты вваливаешь со всей силы, если можно так выразиться, то ты чувствуешь мяч, направление, и как бы мяч заходит. Хорошо. Давайте сейчас проверим это по верхнему вращению. Все-таки, ну, гибриды, липучки, они созданы, чтобы все перекручивать, все ввинчивать. И в сочетании с этим основанием я там накручиваю, повращаю, и Сергей поперекручивает. Смотрим. Ну, что? Ну, конечно, это сразу понятно, что это козырь этого основания, это контр-игра, перекруты. Перекруты, вращения. Справа очень комфортно перекручивать и по прямой, и по диагонали. Слева со стола, сметать со стола коротким движением очень удобно. Поэтому я думаю, что именно это основание для тех, кто любит вращать со всей силы, мощно, справа и слева. Я думаю, это их выбор. Ну, что тут отметить? Поставим шипы. Интересно. Да, интересно вывод после этого. Ну, безусловно, основание мирового уровня. Мне хочется поставить шипы. Возможно, знаешь, многие любители настольного тенниса играют с одной стороны гладкой, а с другой шипами. И вот как звучат шипы. То ли добавляет это основание вращения шипам, то ли дает такой выстрел. Сейчас мы поставим. Поставим мы шипы. Красные — это Уранус Поли, это такие, в целом классические шипы, мягенькие для контратак. А налево более такие со сложной противностью, это Плута Евро. Вот. И, соответственно, я попробую, поиграю, кое-какие элементы поподставляю, понакатываю и выскажу свое мнение. Ну, Так? интересно будет. Да, и, между прочим, мы с Сергеем где-то договорились, да, что как только он подтвердит свой мастерский норматив, то он поставит слева шипы, чтобы как бы уже двигаться дальше.
Итак, пробуем. Ко мне прилетали довольно... Ну как шипы на этом основании? Ну, сразу отмечу, что мощно, но я скажу, что жесткое основание. Ну, это мое субъективное, может, ты со мной согласишься. То есть я поднес все-таки жестким основанием. И представьте, вот это сочетание, жесткость, мощность, такой вот есть выстрел. Конечно же, это приятно играть шипами. Также отмечу, что оно все-таки дает немножечко вращения, что очень хорошо. Соответственно, можно с одной стороны поставить такие не сильно тянущие шипы, которые обладают различными эффектами, и как раз основание добавит контроль. И там где-то укоротил, перевел, а справа можно уже вращай, перекручивай, и вот. Ну и, конечно же, обратная идея, которую реализовал Матиас Асфальт. Справа шипы, вот вполне вот подойдет под такие основания. Накрутил, затопсил, и потом плоско можешь контратаковать, перебил, ну а слева уже скручивай, играй в этот как современный теннис. Задумайся, кстати, над шипами. Ну, попробую задуматься, а сейчас, наверное, перейдем к выводам. Итак, выводы. Выводы. Сергей, ну первый вопрос. Подойдет ли это основание девушкам? Ну, конечно. И дело не только в ручке, которая напоминает собой декольте, но об этом мы поговорим в другом ролике, но и по своим игровым характеристикам. И что же это за игровые характеристики? Ну, во-первых, удобная ручка. Еще что? Во-вторых, не, ну а если серьезно, это основание довольно универсально. Оно подойдет как и людям, которые любят вальнуть в средней зоне. Ну, и те, которые играют со стола. Да, так и тем, которые играют со стола, потому что все-таки скорость высокая. Но я все-таки посоветовал бы это основание тем, кто любит больше играть через паузу. То есть немножечко в полушаг, это не означает, что в средней зоне, но немножечко, вот, знаете, с паузой и мощнее играть. Ну, может быть, учитывая, что я поиграл с шипами, ну, в принципе, понравилось. И хороший отскок, там, я уже говорил свои впечатления. Наверное, больше все-таки я скажу, что на первом месте все-таки короткие шипы хорошо звучат на этом основании. Но со стола тоже можно им играть, понимаешь, потому что скорость большая и короткие движения прямо по восходящему мячу, не только шипами, но и гладкими, вполне можно скоростную игру. И, соответственно, игроки, которые не только играют в скорость техникой, а играют в скорость разрушения блоками, чем-то там более противным, да, другим. Но ключевой вопрос, Сергей, конечно же, ну, я считаю, создавалось это основание для вот гибридов, чтобы вращать. И вот еще что-то отметишь вот, по топ-спинам, по вращению. Да, безусловно, это основание в связке с бигдипером играет очень хорошо. Мне кажется, они как-то нацеливались на все-таки на свои же накладки.
И думаешь, вот так вот, да, такой, как детективное расследование. Да. Ну да. И действительно, Big Dipper справа здесь стоит очень хорошо. Хорошо, мы тестировали и Арилат карбон, да, из этой серии, там и какой-то там двойной карбон, да. Вот такой вопрос в заключении. Вот кевлар, изюминка, вот кевлар. Вот ты чувствуешь кевлар? Вот что значит кевлар? Потому что когда я играл с шипами, ну, кевлар для меня такой мощный, такой выстрел. Такой, вот что для меня кевлар. Я звуками изобразил его, словами не получилось. А для тебя, Сергей? А безусловно, кевлар стоит немножечко в стороне. Если Арилайт и вот тот вот двойной красный карбон... Из серии 970. Да, это все одна серия. Они чем-то похожи, они какие-то такие мягкие, чувствительные, то есть аккуратные. То Арилайт карбон это именно мощь, это Кевлар звук. карбон, ты говоришь. Ой, извиняюсь. Кевлар карбон это именно мощь, такой звук и я бы даже сказал мощь дровосека. Вот так. Дровосека. Ну что ж, на этом все, уважаемый любитель настольного тенниса. Чтобы вам меньше в лесу встречался дровосек, да. С вами были Сергей Барановский. И Максим Черепнин. До новых встреч. Видел же пустое.